Беру иглу для бисера и вставляю в нее 2 швейные нити, желательно нейтральных оттенков или оттенка, схожего с бисером. Набираю бисер согласно схеме, которую я нашла в интернете. Здесь показано, как будет выглядеть один отрезок рисунка. Этот отрезок равен 30 рядам. Я набираю около 100 рядов, то есть чуть больше, чем 3 таких отрезка. В каждом ряду 18 бисеринок. Начинаю набирать сверху вниз. Сначала с левого столбика и затем двигаюсь к правому столбику. Набираю 30 бежевых бисеринок, 2 черные, 1 коричневую, 1 черную, 4 бежевых, 2 черных и так далее. Двигаюсь по схеме до самого конца. Затем опять начинаю сначала набирать с левого столбика сверху 30 бежевых бисеринок, 2 черных, 1 коричневую, 1 черную и так далее. Набрала необходимое количество бисера на нить по схеме. Начинаю вязать. Я использую крючок номер 1,4. Сначала вяжу без бисера. Вяжу воздушные петли. Вяжу такое количество воздушных петель, сколько бисера в одном ряду по схеме. В моем случае 18. Соединяю цепочку из воздушных петель, вяжу столбик без накида в первую воздушную петлю. Продолжаю вязать столбики без накида по кругу. Вяжу таким образом, что лицевая сторона получается внутри вязания, а изнаночная снаружи. Связала один ряд столбиков без накида, продолжаю вязать столбики по кругу несколько рядов. По мере вязания бисер будет подвигаться к изделию. Необходимо его отодвинуть. Если не получилось связать таким образом, что лицевая сторона внутри, а изнаночная снаружи, то не нужно переделывать, просто нужно вывернуть. Посчитаю количество столбиков в одном ряду, проверю, не ошиблась ли я. Начинаю вязать с бисером. Вставляю крючок в петлю столбика в предыдущем ряду. Подвигаю одну бисеринку. Придерживаю ее средним пальцем и довязываю столбик. Опять вставляю крючок в петлю столбика в предыдущем ряду, подвигаю бисеринку, придерживаю пальцем и довязываю столбик. Таким образом вяжем по кругу. Вставляю крючок в петлю столбика в предыдущем ряду, подвигаю бисеринку, придерживаю пальцем, довязываю столбик.
Связала первый ряд с бисером. Опять проверяю, не ошиблась ли я, подсчитываю количество бисеров в ряду. Вяжу второй ряд. Вставляю крючок в петлю столбика в предыдущем ряду. Подвигаю бисеринку. Держу ее пальцем и довязываю столбик. Опять вставляю в крючок в петлю столбика в предыдущем ряду. Подвигаю одну бисеринку, придерживаю ее пальцем, довязываю столбик. Таким образом продолжаю вязать весь жгут из бисера. Связав несколько рядов, уже становится виден рисунок. Связала необходимое количество рядов с бисером. Теперь свяжу несколько рядов без бисера, так же как в начале. Связала, обрезаю нить. Беру проволоку для бижутерии и отрезаю кусок необходимой длины, который на несколько сантиметров больше, чем длина изделия. Беру круглогубцы и закругляю конец проволоки. Образую колечко. Пока сделала колечко с одной стороны проволоки, вставляю проволоку в вязаный жгут. Беру пин для бижутерии с колечком, вставляю пин в вязаную часть браслета без бисера. Пин должен проходить через колечко проволоки, которую мы вставили вовнутрь, и вывожу с другой стороны. Сгибаю пин. Проволочка смотрит вверх. Вставляю наконечник. Беру круглогубцы и закручиваю пин, образуя колечко. Теперь закручиваю проволоку с другой стороны браслета, образуя кольцо. Расправляю браслет. Колечко должно оказаться примерно в этом месте, там, где вязаная часть браслета без бисера. С этой стороны делаем то же самое, как и с первой стороны. Вставляем пин с колечком в вязаную часть без бисера. Пин должен проходить внутри через колечко проволоки. И вывожу с другой стороны.
Загибаю. Проволока должна смотреть вверх. Вставляю наконечник. Закручиваю пин, образуя колечко. Далее понадобятся колечки для бижутерии. На одно колечко одеваю застежку. Одновременно одеваю это колечко на браслет. С другой стороны браслета одеваем несколько колечек, цепляя их друг за друга. Сделаю еще вот такие украшения для браслета. Беру пин для бижутерии с шариком, одеваю бусинки. Закругляю пин с помощью круглогубцев, образую колечко. На самое последнее колечко в браслете повешу подвеску, ручная работа. Также повешу украшения на колечке браслета. Браслет готов.